Добрый день! Меня зовут Ольга, и с вами снова проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Мы уже знаем многое о родственных отношениях. Пришло время узнать о том, как выстроен обычный день кировской семьи. Например, в семье есть мама, папа, сын и дочь. Мама с папой работают, сын ходит в детский сад, а дочка в школу. Чтобы описать их обычный день, нам понадобятся глаголы: просыпаться, будить, умываться, завтракать, собираться, выходить, идти, приходить, работать, учиться, обедать, ужинать, проводить время. Глаголы с суффиксами «с», «ся» называются возвратными. Это означает, что действие направлено на субъект. Так, если мы видим предложение «я просыпаюсь в 7 утра», это значит, что просыпаюсь именно я, а не кто-то другой. Сравните. Я просыпаюсь в 7 утра. В 7:30 я бужу брата. Во втором примере действие направлено на объект, то есть на брата. Как же употребляются суффиксы «с» и «ся»? «Ся» добавляется, когда основа глагола оканчивается на согласный, например, «просыпаться». «С» добавляется, когда основа глагола оканчивается на гласный, например, «поднялась». Итак, у нас есть глаголы. Какое же окончание добавить, если мы хотим сказать про себя или кого-то? Это зависит от спряжения глагола. Спряжение глаголов в русском языке – это система изменения форм глаголов настоящего и будущего времени по числам единственное и множественное, и лицам первое, второе или третье. В русском языке существует два основных типа спряжения. Первое спряжение и второе спряжение глаголов. Спряжение глагола определяется двумя способами. По ударным личным окончаниям глаголов настоящего времени. В случае, если окончание глагола безударное, спряжение определяется по суффиксу инфинитива, то есть неопределенной формы. Чтобы определить спряжение глагола с ударным личным окончанием, его нужно поставить в третье лицо множественного числа. Если вам встретилось ут, ют, это первое спряжение. А если ат, ят, это второе спряжение. Давайте попробуем определить спряжение следующих глаголов: будить, завтракать, выходить. У нас получились следующие формы: будят, завтракают, выходят. А значит, первый и третий глагол относятся ко второму спряжению, а второй глагол к первому спряжению. В случае, если окончание глагола безударное, спряжение можно определить по конечной гласной основы глагола. Все слово без суффикса инфинитива. К первому спряжению относятся глаголы, в окончании которых вы встречаете «еть», а ко второму – «ить». Подробнее про этот случай, а также детали, как образуются, чем отличаются и каковы исключения, можно узнать из этой таблицы. Зная спряжение глаголов, мы можем легко выбрать нужное окончание для любого лица. Давайте посмотрим. Будить брата. Основа оканчивается на «и», значит, это второе спряжение. Теперь можно поспрягать этот глагол, то есть изменить по лицам и числам. Я бужу брата. В корне происходит чередование «д» и «ж». Ты будешь брата. Он будет брата. Мы будем брата. Вы будете брата. Они будут брата. Таким образом, если правильно определить спряжение глагола, изменить его по лицам и числам,
не составит труда. А теперь давайте опишем обыкновенный день обычной кировской семьи, используя глаголы в нужной нам форме. Поставьте видео на паузу, чтобы сначала самостоятельно проверить себя, а затем уже свериться со мной. Я просыпаюсь в 7 утра. В 7:30 утра я бужу брата. Ему нужно идти в детский сад. Мама с папой на работе. Мы умываемся, завтракаем, собираемся и выходим из дома. Мы идем сначала в детский сад, потом я иду в школу. В школу я прихожу в 8:20. Я учусь до 3 дня. Прихожу домой и обедаю. Мама с папой работают до 5 вечера. Они забирают брата из детского сада. Вечером мы все вместе ужинаем и весело проводим время. А теперь домашнее задание. Опишите свой типичный день. Во сколько вы встаете, во сколько идете на работу или учебу, как долго работаете и так далее. И не забудьте свериться с таблицей спряжений, чтобы все сделать правильно. Публикуйте свои работы в любом формате в виде текста, видео или аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщение с пояснением по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта «Великий и могучий». Увидимся на следующем уроке.